Это была плохая идея. Поэтому я, конечно же, решил попробовать. В маленьких городках невозможно прикинуться загадочной женщиной. Невеста говорит подруге. И не важно, что в ЗАГСе он сказал: да пошла ты нафиг. Первым словом было «да». Посмотрел в стоматологии цены на протезирование. Что могу сказать? Блендер дешевле. Съехав от родителей, я узнал, что у меня нету аллергии на шоколад. Директор спрашивает: ну и что ты будешь писать клиенту? Иди в пень. Ну ты что? Мы же в правовом поле, так нельзя общаться с клиентами. Ну тогда добавь, пожалуйста. Если вас что-то цепляет, значит из вас что-то торчит. Ну и что? Сейчас все снова сядут на карантин. И те, кто не развелся в первый раз, получат второй шанс. Целый час Катя из Пскова ждала своего мужа, когда он обещал быстро вернуться из армии. Вам тоже кажется, что в душевой кабине мылись татаро-монголы? И терлись российским флагом? Новый штамм коронавируса омикрон может снова всех посадить на карантин. И все те, кто не успел развестись в первый раз, получат второй шанс. Зарабатывать деньги-то я умею. Беда в том, что тратить я их умею еще лучше. О, какая у тебя классная жена. Спасибо, это новое. Это что у тебя? Депрессия. Такая красивая. Новогодняя. Одна девочка сказала, что она села на диету с пирожными. Ведь все, что нужно делать на этой диете, это угощать постоянно пирожными своих подруг. Зато сама на их фоне будет выглядеть замечательно. Для невакцинированных салют на Новый год будет черно-белым. Я не пойму, в какой момент и какие именно детские травмы приводят к тому, что люди начинают добавлять яблоко в оливье. Электросварщик Иванов был очень недоволен своими родителями за выбор имени. Это ж надо было назвать так сына, электросварщик. Чак Норрис пошел на митинг феминисток и вернулся с отглаженной рубашкой. Конец года. Пора уже наконец отдать супружеский долг. Войди в Новый год без долгов. Одна девочка загадала на Новый год жить полной жизнью. И поправилась на 15 кило. Если не знаете, что вам положить под елку на Новый год, ложитесь сами. Я так подозреваю, что в прошлом году кто-то на Новый год загадал сидеть дома и не ходить на работу. Чувак, посиди, поработай над формулировкой в этом году. Женщина, помни, разводясь с мужчиной, ты толкаешь его обратно в зону комфорта. Дама подумала, что живет как-то неправильно, когда, вскрывая подарки на день рождения, обнаружила 8-й подряд штопор. До чего нелепая фраза «люблю вкусно поесть». Можно подумать, есть люди, которые есть не любят, или которые любят невкусную еду. В предновогоднее время на городской елке повесили гирлянды. Пробегает мимо собачка, смотрит и радуется. В мой туалет свет провели. Один мужик подарил жене на Новый год абонемент в массажный салон. Весь прикол в том, что массажный салон его и массажист тоже он. Появилось новое религиозное движение верующих в голубой огонек с новыми исполнителями. Ничего не украсит ваш новогодний стол и гостей больше, чем петарда, брошенная в салат оливье. Чтобы усилить ощущение от Нового года и поедания мандаринов, надо слегка придушивать себя гирляндой. Новогодний корпоратив удался, если трудовую книжку привезли вам прямо домой. Толстый мальчик дал себе слово, что будет заниматься спортом с Нового года. 1 января в 9 утра он лег на пол покачать пресс, проснулся в 3 часа дня. Первый рабочий день после новогодних праздников чем-то похож на встречу выпускников. Все немного разжирели и рады друг друга видеть. Сосед начал пить с 30 декабря. Сегодня пришел попросить взаймы бутылку алкоголя, а то, дескать, без алкоголя праздник не праздник. Дал ему бутылку пива и сказал, что сегодня 4 января. В новогоднюю ночь тест на трезвость 7 автолюбителей не прошли, а 177 прошли, но дорого. С соседом на Новый год выкурили бутылку мира и закопали перфоратор войны. Только захочешь начать жизнь с чистого листа, как начинают выкладывать фотографии с новогоднего корпоратива. Посмотрел список дел на Новый год, перечитал. Блин, а Новый год точно праздник?